Всем привет! Приветствуем всех зрителей нашего канала на программе English 64, английский за 64 дня, клеточка G1, режим практика. Освежим в памяти грамматику и лексику данной клеточки и начинаем мы с рубрики «До и после». После освоения данной клеточки на основании всего выученного материала в данном курсе вы сможете легко составлять либо переводить подобные рассказы. Например, A great baker in beautiful Italy. Замечательный пекарь в прекрасной Италии. 3 года назад наш замечательный пекарь Виктор был в Италии. К сожалению, это было осенью. Вот почему там было мало солнца и слишком много дождей. Но он не переживал и не спешил. Дело в том, что там было много вкусного кофе. Кофе был вкусным, но слишком сладким. Откровенно говоря, в кофе было слишком много сахара и слишком мало воды. Кстати, газет в Италии было много, а книга кофе там было слишком мало. В Италии Виктор был очень счастлив, потому что там было очень мало машин. Через 2 недели он вернулся из Италии и дома чувствовал себя хорошо. Итак, начинаем. Режим практика. В Тюмени были красивые инженеры. There were handsome engineers in Тюмень. Ваша машина была новая. Your car was new. Все доктора были здесь. All doctors were here. Все здоровые служащие были на работе. All healthy employees were at work. Все повара были счастливы. All cooks were happy. Все служащие были там. All employees were there. Все были счастливы. Everybody was happy. Вы были в отпуске. You were on vacation. Те водители были счастливы и здоровы. Those drivers were happy and healthy. Моя машина была старая. My car was old. Мы были в отъезде. We were away. Мы были вне дома, мы были на улице. We were out. Он был хорошим водителем. He was a good driver. Он был болен. He was ill. Здесь была какая-то машина. There was a car here. Здесь был поезд. There was a train here. Там самолет был. There was a plane there. В офисе был служащий. There was an employee in the office. На столе было яблоко. There was an apple on the table. В холодильнике был апельсин. There was an orange in the fridge. Проверяем. Продолжаем. В Стамбуле были машины. There were cars in Istanbul.
Здесь поезда были. There were trains here. В Германии были самолеты. There were planes in Germany. В офисе были служащие. There were employees in the office. На столе были яблоки. There were apples on the table. В холодильнике были апельсины. There were oranges in the fridge. В Турции было солнце. There was sun in Turkey. В бутылке было молоко. There was milk in the bottle. Дома была вода. There was water at home. На столе был кофе. There was coffee on the table. Дома был чай. There was tea at home. Вчера в холодильнике было много бананов. Два варианта. There were many bananas in the fridge yesterday. Второй вариант. There were a lot of bananas in the fridge yesterday. На столе было много перца, но совсем не было бумаги. There was a lot of pepper, but not any paper on the table. Второй вариант. There was much pepper. Вчера было много картошки, но сейчас вообще нет картошки. Здесь используем картошку как неисчисляемое. Итак, вчера было много картошки. There was a lot of potato yesterday, but there isn't any potato now. Дома было очень мало картошки. В холодильнике было 3 картофелины. There was very little potato at home. There were 3 potatoes in the fridge. В первом случае мы используем картошку как неисчисляемое, во втором как картофелины, которые можно посчитать. Год назад в Турции было много масла растительного, но сейчас масла мало. There was much oil in Turkey 1 year ago, but there is little oil now. Вы можете поставить видео на паузу и проверить варианты перевода, а мы идем дальше. В его кофе было мало сахара, но сейчас в нем слишком много сахара. There was little sugar in his coffee, but now there is too much sugar in it. В моем чае было много сахара. В моем чае было мало сахара, но сейчас в нем вообще нет сахара. There was little sugar in my tea, but now there isn't any sugar in it. В том масле, сливочном масле, было слишком много соли, а в том соке было слишком мало сахара.
There was too much salt in that butter and too little sugar in that juice. В пицце было слишком много сосисок, но слишком мало колбасы. Колбаса большими буквами неисчисляемая. Итак, в пицце было слишком много сосисок, но слишком мало колбасы. There were too many sausages, but too little salami in pizza. Во Франции было много вина, а в Германии вина вообще не было. There was a lot of wine in France, but there wasn't any wine in Germany. Второй вариант. Во Франции было много вина. There was much wine in France. То была большая проблема 2 года назад. That was a big problem 2 years ago. Каши было много, но в ней было слишком много перца. There was a lot of porridge, but there was too much pepper in it. Каши было много, второй вариант. There was much porridge. Вчера в холодильнике было много яиц. There were a lot of eggs in the fridge yesterday. Второй вариант. Было много яиц. There were many eggs. Сейчас там яиц нет. There aren't any eggs there now. Слишком мало сока. There is too little juice. Сложное предложение. 30 лет назад в Херсоне было много помидоров, но слишком мало соли. There were a lot of tomatoes, but too little salt in Kherson 30 years ago. Второй вариант. Было много помидоров. There were many tomatoes. Пицца была очень вкусной, хотя в ней было слишком мало сыра. Pizza was very tasty, though there was too little cheese. Проверяем, продолжаем. Там было много соли? Вопрос. Was there a lot of salt? Второй вариант. Там было много соли. Was there much salt? На столе были тарелки? Were there any plates on the table? Разве чашек на столе не было? Weren't there any cups on the table? На столе были ложки, но не было вилок. There were spoons, but there weren't any forks on the table. На улице было много высоких женщин. There were a lot of
tall women outside. Второй вариант. На улице было много высоких женщин. There were many tall women outside. На улице не было толстых мужчин или людей. There were no fat men outside. Разве на улице не было женщин? Weren't there any women outside? В чашке не было свежего молока. There wasn't fresh milk in the cup. В бутылке было кислое молоко. There was sour milk in the bottle. Потому что оно было старое. Because it was old. Разве дома не было сахара? Wasn't there any sugar at home? Сахара дома было много, а соли не было. There was a lot of sugar at home, but there wasn't any salt. Второй вариант. Сахара дома было много. There was much sugar at home. В стакане был кислый сок. There was sour juice in the glass. Сок был кислым, так как там не было сахара. The juice was sour because there was no sugar there. Кофе был слишком сладкий. Coffee was too sweet. Так как в кофе было слишком много сахара. Because there was too much sugar in coffee. Те помидоры были свежими. Those tomatoes were fresh. Проверяем, продолжаем. К сожалению, масло было горьким. Unfortunately, butter was bitter. В доме не было свежего картофеля. There wasn't any fresh potato at home. Дело в том, что сосиски были очень вкусными. The matter is that sausages were very tasty. Поэтому сейчас сосисок дома нет. That's why there are no sausages at home now. К сожалению, в холодильнике было мало сосисок. Unfortunately, there were few sausages in the fridge. В моем чае было слишком много сахара. There was too much sugar in my tea. Обращаю ваше внимание, что при наличии слова «слишком» у нас будет только один вариант – too much, либо too many для исчисляемых. Итак, еще разок. В моем чае было слишком много сахара. There was too much sugar in my tea. Вот почему мой чай был слишком сладким. That's why
My tea was too sweet. К сожалению, тот соус был слишком горьким. Unfortunately, that sauce was too bitter. Дело в том, что в нем было слишком много перца. The matter is that there was too much pepper in it. Картошка там была, а лука вообще не было. There was potato there, but there wasn't any onion there. В данном случае onion имеется в виду как вещество, лук, а не отдельно взятые луковицы. Был ли там симпатичный инженер? Was there a handsome engineer there? А хорошие повара там были? Were there any good cooks there? Разве там были больные люди? Were there any ill men? А вилок на столе не было разве? Weren't there any forks on the table? А свежей колбасы нету? Isn't there fresh salami? Проверяем, продолжаем. В России много нефти? Is there a lot of oil in Russia? Второй вариант. В России много нефти? Is there much oil in Russia? В России было мало бананов? Were there few bananas in Russia? Много ли пшеницы в Германии? Is there a lot of wheat in Germany? Или much wheat? Разве 2 года назад в Турции не было пшеницы? Wasn't there any wheat in Turkey 2 years ago? Сколько было пшеницы 5 лет назад в Турции? How much wheat was there in Turkey 5 years ago? На тарелке была картошка, а на блюдце был сыр. There was potato on the plate, and there was cheese on the saucer. Сыр на столе был, а масла сливочного было мало. There was cheese on the table, but there was little butter. Кстати, сосисок не было совсем. By the way, there weren't any sausages. 3 дня назад в аэропорту не было пилотов. There weren't any pilots at the airport 3 days ago.
Но было много дворников. But there were a lot of janitors. Many janitors. Все пилоты были в отпуске. All pilots were on vacation. Но они не были счастливы. But they weren't happy. Потому что было мало мяса и яиц. Хитрое предложение. Потому что было мало мяса и яиц. Because there was little meat and few eggs. Little meat and few eggs. Макароны были вкусными, хотя и солеными. Pasta was tasty, but salty. Макароны – это неисчисляемое. Итак, макароны были вкусными, хотя и солеными. Pasta was tasty, but salty. Или though salty. Помидоры были кислые. Tomatoes were sour. Все ученые были голодные, но депутаты голодными не были. All scientists were hungry, but deputies weren't. Вы можете проверить свои варианты перевода и продолжить с нами. 3 года назад в Германии было много вина и сосисок. Three years ago, there was a lot of wine and sausages in Germany. Второй вариант – много вина и сосисок. Much wine and many sausages. Там было много красивых официанток и официантов. There were a lot of beautiful waitresses and handsome waiters there. Мы использовали универсальное наречие a lot of. Второй вариант. Там было много красивых официанток и официантов. There were many beautiful waitresses and handsome waiters there. Трое стройных инженеров были голодны, но не спешили. Three handsome engineers were hungry, but they weren't in a hurry. На улице было мало солнца, но много снега. There was little sun, but a lot of snow outside. Второй вариант. There was little sun, but much snow outside. Потому что это было в Тюмени. Because it was in Тюмень. Там было мало сыра, но много луковиц. There was little cheese, but a lot of onions. Второй вариант, много луковиц. Many onions. Кстати, вчера он был в командировке. By the way, he was on a business trip yesterday. Вот почему его не было дома. That's why he was not
at home. Редактора не было на работе, так как он был далеко. The editor was not at work because he was far. Эта каша была вкусной вчера, а сегодня она не свежая. This porridge was tasty yesterday, but it is not fresh today. В той вкусной колбасе было слишком много перца. There was too much pepper in that tasty salami. Вот почему она была слишком горькой. That's why it was too bitter. Проверяем. Продолжаем. Повар не был суперским, вот почему макароны были кислыми. The cook was not great. That's why pasta was sour. 5 лет назад композитор был влюблен в юристку. The composer was in love with the lawyer 5 years ago. А юристка была слишком серьезной. But the lawyer was too serious. Без четверти 8 все служащие были на работе, а я опоздал. All employees were at work at 7:45. But I was late. Ровно в полдень директор был на работе. The director was at work at 12 p.m. sharp. В 6:30 в холодильнике не было яиц. There weren't any eggs in the fridge at 6:30. На столе в 7 вечера всегда были стаканы. There were always glasses on the table at 7 p.m. Сыр был свежим, но горьким. The cheese was fresh, but bitter. Сок был не свежим. Вот почему он был кислым. The juice was not fresh. That's why it was sour. Там было слишком много чашек. There were too many cups there. Но было слишком мало тарелок. But there were too few plates. Та официантка была высокой, хотя ее муж был низким. That waitress was tall, though her husband was short. Вы можете проверить ваши варианты перевода на данном слайде, а мы приступаем к финалу рубрики «До и после». Итак, попробуйте переводить вместе со мной. 3 года назад наш замечательный пекарь Виктор был в Италии. 3 years ago, our great baker Victor was in Italy. К сожалению, это было осенью. Unfortunately, it was in autumn. Вот почему там было мало солнца и слишком много дождей. That's why there was little sun and too many rains there. Но он не переживал и не спешил. But he was not worried and he was not in a hurry. Дело в том, что там было много вкусного кофе. The matter is that there was a lot of tasty coffee there. Кофе был вкусным, но слишком сладким. The coffee was tasty, but too sweet. Откровенно говоря, в кофе было слишком много сахара и слишком мало воды.
Frankly speaking, there was too much sugar and too little water in coffee. Кстати, газет в Италии было много, а книга кофе там было слишком мало. By the way, there were a lot of newspapers in Italy, but there were too few books about coffee there. В Италии Виктор был очень счастлив, потому что там было очень мало машин. Victor was very happy in Italy because there were very few cars. Через 2 недели он вернулся из Италии и дома чувствовал себя хорошо. In 2 weeks, he was back from Italy and he was fine at home. Мы рады, если у вас получилось освоить данную клеточку и переводить подобные тексты без напряжения. А мы ждем вас на следующих клеточках. До новых встреч!